Всем привет! Это специнтервью Татьяны Поповой, и сегодня мы его проведем с генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, экс-командующим войсками США в Европе, а сегодня руководителем СЭПа. Если вы, кстати, почему-то не подписались на наш канал, обязательно это сделайте. У нас много интересного, интервью с разными бывшими или действующими чиновниками, военными на тему международной политики, международной безопасности, того, что происходит в Украине и вокруг него. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте ссылки на наши видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей смогло увидеть эту информацию. Добрый день, генерал. Доброе утро, Татьяна. Очень приятно вас видеть снова. Что вы можете сказать о поставках в таком количестве антитанкового вооружения, ПТРК так называемых, ИНЛОВ и Джавелин? Что это за оружие и почему сейчас в таком количестве начало оно поставляться в Украину? Итак, решение администрации Байдена о продолжении поставок систем «Джавелин» и противотанковых ракет, я думаю, важное решение. Это дает реальный потенциал, поскольку это такое же оружие, которое используем и мы. Это лучшее оружие, которое может носить солдат. Таким образом, этот потенциал и наличие такого количества ракет даст украинским солдатам очень хорошую возможность останавливать российские танки и российскую бронетехнику. Конечно же, российские командиры должны будут это учитывать. Это заставит их беспокоиться, особенно при возможных штурмах деревень, городов или близлежащих к населенным пунктам в районах. Это хорошее оружие, и я думаю, что это не только даст вашим солдатам хорошие возможности, но и посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты готовы помочь нашим украинским друзьям. И это сигнал Кремлю о том, что мы полны решимости помогать нашим украинским друзьям реальными возможностями. Я также хотел бы, чтобы мы предоставили Украине больше средств противовоздушной обороны. Меня беспокоят российские беспилотники и вертолеты. «Стингеры», которые мы используем, это очень хорошая переносная система, которую может использовать один солдат без особой подготовки. Я хотел бы, чтобы мы дали больше таких систем. До недавнего времени Соединенные Штаты позволяли Латвии передать несколько своих «Стингеров». Я не уверен, почему мы не поставляем их со складов США. Это может быть связано с тем, что их у нас сейчас немного. Но, по крайней мере, временно Латвия предоставляет некоторые из тех, что у них в наличии. Но наверняка я и несколько других американцев, которые недавно посетили Киев, особенно генерал Бридлов, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками, активно выступали за предоставление украинским вооруженным силам «Стингеров» последнего поколения. Я знаю, что Польша также сделала шаг вперед, чтобы предоставить определенные средства противовоздушной обороны, однако я не знаю подробностей этой сделки. For providing the latest generation of Stinger to Ukrainian armed forces. I do know that Poland is also stepping forward to provide certain air defense capabilities, but I just don't know the details of that. Спасибо, генерал. Еще один вопрос. А что это за новый альянс Великобритании, Польши и Украины? Россияне уже успели назвать его новым УПА. Они, конечно, категорически против. А что конкретно он дает Украине и дает другим участникам этого союза? Я за все, что приносит больше поддержки Украине. Будь то финансовая поддержка, которая, я считаю, необходима, обмен разведданными, предоставление снаряжения и боеприпасов. Безусловно, у Великобритании и Польши есть возможности, которые помогут Украине. Важно, чтобы Великобритания оказала поддержку еще и потому, что в ней самой так много российских денег, связанных с недвижимостью. Я думаю, что это также поможет пролить свет на то, что русские вложили так много денег в лондонскую недвижимость, и, надеюсь, правительство Великобритании серьезно отнесутся к грязным деньгам и начнут расследование. Это будет важным способом оказать давление на олигархов, удерживающих Путина у власти.
Спасибо, генерал. Вы ответили достаточно хорошо про anti-tanks missiles, да, так называемые ПТРК. Затронули стингеры, но ведь у стингеров и вот у польских перунов Громов, которые они тоже начали поставлять, это anti-air, да, defense, у них же потолок, по-моему, около 5 километров. А что будет происходить, например, с ракетами или там, не знаю, с бомбардировщиками, которые летят на более высокой высоте? Я разговаривала с генерал-лейтенантом Романенко, ПВОшником, он сказал, что, конечно, Украине не хватает достаточной защиты в воздухе. Что вы об этом можете сказать? Вы правильно определили, что существует угроза со стороны России. Ее ракет, вертолетов и беспилотников. Но системы, которые необходимы для сбивания ракет и стратегических бомбардировщиков, это очень сложные системы, требующие месяца обучения. Так что это не то, что можно просто передать как стингеры или джавелины. Это сложные механизмы, для управления которыми необходима подготовка. И поэтому группа, с которой я работаю, также выступает за долгосрочную стратегию по предоставлению подобных возможностей Украине. Но опять же, это не то, что мы все можем использовать на следующей неделе или в следующем месяце. В первую очередь нам пришлось бы брать их с американских частей. Я имею в виду, что у нас есть только один батальон системы Patriot на всю Европу. Таким образом, нам нужно было бы найти, откуда мы можем взять это оборудование, затем доставить его, а потом провести необходимое обучение. Это часть долгосрочной стратегии, которой мы должны заниматься. Я абсолютно с этим согласен. Но у нас нет такой противоракетной системы, и, по правде говоря, я сомневаюсь, что подобное вообще у кого-то есть, которую можно было бы просто передать прямо сейчас, и украинские силы смогли бы ее тут же применить. Таким образом, мы должны предоставлять краткосрочные и долгосрочные возможности. Меня всегда впечатляло в украинских солдатов то, как они быстро учатся. Речь не идет о том, способны ли они оперировать сложным оборудованием. Конечно, могут. Но реальность такова, что будь то американец, украинец, британец или немец, им все равно потребовалось бы месяцы, чтобы научиться правильно использовать систему Patriot или аналогичные системы. У вас, например, должны быть радары. Это не просто ракета, которая сбивает другую ракету. It's not just a rocket that shoots down another rocket. Спасибо, генерал. А как вы вообще оцениваете сегодняшнюю вот эту вот переписку, ну там скорее со стороны России это были ультиматумы, США ответила, Россия в ответ ответила, США и НАТО ответили, да, Россия в ответ что-то ответила. Вот эти вот дискуссии дипломатические. И вообще зачем нужно было такие ультиматумы предъявлять России, на ваш взгляд? Конечно, для Соединенных Штатов и наших друзей дипломатия — это тот путь, который мы предпочитаем. Но дипломатия должна быть подкреплена угрозой санкций, она должна быть подкреплена сильным военным потенциалом. Все для того, чтобы государство было успешным. Также мы должны держать всех наших союзников вместе. Так что это не только о Соединенных Штатах, но и о всех остальных. Требования Кремля были не только возмутительны и нелепы. Думаю, в Кремле знали, что мы собираемся сказать «нет». Так они и сделали. В первую очередь для того, чтобы застолбить свою крайнюю позицию для начала переговоров. Но также, я думаю, сообщить их собственному населению, что, смотрите, мы пытались, но Запад отказывается вести переговоры, отказывается принять наши очень разумные требования. И поэтому это потенциально становится предлогом. Думаю, поэтому они это и сделали. Теперь я уверен, что наши дипломаты будут продолжать работать в координации с украинскими дипломатами и другими европейцами, чтобы попытаться найти решение, которое защищает и уважает суверенитет Украины, а также защищает и уважает европейские ценности и европейские границы, и, надеюсь, которые помогут избежать конфликта. Могу сказать от себя, что никогда бы не поддержал дипломатические усилия, предающие украинский суверенитет. And protects and respects European values and European borders, and hopefully can avoid a conflict. But
Now, I certainly would never be in favor of any diplomatic effort that betrayed Ukrainian sovereignty. Понятно, спасибо. А почему вообще, на ваш взгляд, россияне вот всю эту там напряженность, которая сейчас возникла, они в ней обвиняют американцев и Запад вообще? Они говорят, что это Запад ведет против России информационную войну, и что на самом деле ни на какую Украину они нападать не собираются. При этом, правда, 130-150 тысяч войск по-прежнему передвигается вместе с техникой вдоль украинской границы с разных сторон. Проводятся учения в Белоруссии. Но, тем не менее, они говорят, что это информационная война со стороны Америки. Почему так? Я не верю ничему, что исходит от Российского Министерства иностранных дел. Ноль. Я имею в виду, что Бильд и многие другие газеты опубликовали карты, на которых показаны стрелки, идущие со всех сторон. Сейчас все больше людей понимают украинскую географию, чем когда-либо прежде. Мы все стали заинтересованы, что хорошо. Но люди спекулируют на этой теме. Некоторые профессионально, а некоторые не настолько профессионально, пытаясь предсказать, какой будет российская атака. Ключевым моментом является то, что Украина должна продолжить делать все, что она делает, чтобы быть готовой, чтобы солдаты были готовы, население было готово, чтобы украинские киберсети были готовы к саботажу. Береговая линия и крупные морские порты, такие как Одесса, должны быть готовы, должны быть защищенными. Но и люди не должны паниковать. Я думаю, что президент Зеленский прав, когда говорит: послушайте, часть того, что пытается сделать Россия, это разрушить нашу экономику. Таким образом, угроза нападения заставляет людей делать то, что они обычно не делают, и наносит ущерб экономике. Так что я действительно хотел бы видеть, чтобы Соединенные Штаты и союзники продолжили прилагать усилия, как сейчас, предоставляя возможности, будучи сильными в дипломатиями, и ища альтернативные источники газа, чтобы помочь нашим европейским союзникам. А вот украинским руководителям, от президента, премьера, министров до депутатов Рады, следует поехать посмотреть своими глазами приготовления на границе. Поехать в Одессу, в Мариуполь, на границу с Белоруссией и посмотреть, что ведутся подготовки. Я думаю, что это поможет снизить беспокойство людей, когда они увидят, что их руководители лично участвуют в проверке, чтобы убедиться, что все в порядке. Ukrainian leaders, from the president, prime minister, ministers, members of the Rada, to go see for themselves preparations on the border. Go to Odessa and see what preparations are being made. Go to Mariupol, see what preparations are being made. Go to the border with Belarus, see what preparations are being made. And I think that will help lower anxiety for people when they see that their leaders are personally involved on checking to make sure that things are in order. Спасибо за ваш ответ. Генерал, вы недавно были в Киеве, приезжали сюда и выступали вместе с 4 экс-послами США, генералом Бридловым. Что это было за мероприятие вот неделю назад? Это была делегация из 5 бывших послов. Некоторые из них были послами в Украине. Вы их знаете: Йованович, Тейлор, а также Хербст. Также генерал Бридлов и я, и еще Мелинда Херинг и Бенджамин Хадада из Атлантического совета. Принимающими выступила Ялтинская европейская стратегия, а также фонд Виктора Пинчука. Главное событие состоялось в понедельник во второй половине дня, и там было более сотни украинских журналистов. Кстати, это было впервые, когда я увидел столько украинских журналистов в одном помещении. Но в любом случае целью нашего визита было не только это мероприятие, но и демонстрация поддержки Украине. Также мы хотели проверить, так сказать, температуру происходящего и прочувствовать реальную ситуацию. У нас были встречи с министрами, несколькими разными депутатами Рады. Президент Зеленский общался с украинскими офицерами. Это было продуктивно. Конечно, мое понимание того, что происходит, стало намного лучше. И теперь мы можем лучше заступаться за Украину. And so we had meetings with ministers, several different members of the Rada, President Zelensky, talked to Ukrainian officers. It was productive. Certainly, my understanding of what's going on is much better, and now we are able to be better advocates for Ukraine.
Спасибо большое, генерал. Напомню, что это было специнтервью с генерал-лейтенантом Ходжесом, экс-командующий войсками США в Европе, а сегодня руководителем СЭПа. Спасибо большое, Бен. Большое вам спасибо. Мне всегда нравится работать с вами. Вы настоящий профессиональный журналист, и я считаю, что свободные и активные СМИ важны для демократии в Украине. Поэтому я всегда рад с вами работать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей смогло увидеть этот эфир. Увидимся в итогах недели в четверг.